Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Месяц моды традиционно завершился показами в Париже, поставив красивую точку в этом ярком и динамичном марафоне с презентацией самых стильных, эффектных образов на теплый сезон. Мы с вами, друзья, внимательно следили за всеми шоу, и сегодня пришла пора подвести итоги. Поэтому прямо сейчас давайте вместе определимся с главными трендами модной недели весна-лето 2024. Ведь прекрасный Париж – это вечное напоминание о том, что есть в мире такое место, где мода будет всегда, несмотря ни на какие глобальные потрясения. Он продолжает нас радовать, удивлять, вдохновлять. И первый топовый тренд – стиль сафари. Наиболее широко и наглядно он представлен в коллекции Saint Laurent. Энтони Ваккарелло, поработав с архивами марки периода 70-х, вновь обращается к утилитарной моде. Он возвращает на подиум знакомый силуэт, где в качестве основных материалов используют хлопок, плотный лен, кожу, прозрачную сетку. Дизайнер рекомендует добавить в базовый гардероб комбинезон с накладными карманами или любимое многими платье сафари. На неделе моды в Париже тренд поддержали не менее популярные бренды Hermès, Sacai, Victoria Beckham, Zimmermann, Dries Van Noten. При этом не забывая дополнить образ комфортной обувью для дальних прогулок и путешествий. Следующая в моем списке модная тенденция сезона – заметный акцент на талию. После длительного засилия оверсайз, снова громко заявивший о себе изящный силуэт, настоящая ода женственности. Но кто, если не французы, позволят нашей талии опять быть в центре внимания? На подиуме в Париже была представлена целая серия очаровательных аутфитов как для вечернего выхода, так и на каждый день. Обнаженное плечо. Тренд, продиктованный популярностью асимметричного кроя одежды. Дизайнеры нынче единогласно проголосовали за то, чтобы в этом сезоне надо обязательно голить одно плечо. Причем сделать подобный трюк можно либо намеренно, либо как будто невзначай. Данная тема хорошо раскрыта в коллекциях домов моды Valentino, Alexander McQueen, Giambattista Valli, Chloé, Schiaparelli, Dior. Как уверена Мария Грация Кюри, это один из самых соблазнительных приемов, чтобы элегантно заявить о феминности. Верх одежды здесь удалось раскроить так, чтобы он лишь слегка, а не вульгарно, не спадал с одного плеча. Модные шорты. После ярких и чувственных итальянских коллекций, которые все как один показали микрошорты, а скорее даже трусы, во французской столице дизайнеры немного приземлили актуальный смелый тренд. Спасибо большое им за это. Так что, друзья, в нынешнем теплом сезоне продолжаем носить шорты любой длины, которая именно вам показана, от не особо откровенных мини до удлиненных версий. Возможно, вам ко двору придутся широкие модели марки Loewe с оригинальной портновской застежкой-булавкой вместо пояса. Либо вы остановитесь на светлом джинсовом варианте Dior, где шорты уже больше похожи на бриджи. Dries Van Noten, помимо упомянутых ранее микро из трикотажного полотна, делает ставку на деловой костюм, сочетая шорты-бермуды со строгим приталенным жакетом, в чем его поддержали бренды Victoria Beckham, Valentino, Ekris, Balmain. Одежда из замши. Да, этой весной у кожи появился серьезный конкурент. Ее ближайшая родственница – замша. Мягкий фактурный материал просто создан для тотал-луков, и дизайнеры сегодня активно этим пользуются. Особый спрос в предстоящем сезоне ожидается на вещи сложных, глубоких оттенков – коньячного, карамельного, винного. В почете также оливка и кобальт. Примеры по стилизации найдем в коллекциях Givenchy, Miu Miu, Marni, Loewe. Миллион алых роз. На мой взгляд, лучшее название для весенне-летней тенденции. И пусть в цветочных мотивах обычно бывает мало оригинального, и без модной флористики вряд ли можно вспомнить хотя бы один теплый сезон. Но в оправдании дизайнеров давайте заметим, друзья, что они все же нашли небанальные прочтения вечного тренда. И помимо принта и вышивки предложили кое-что поинтереснее, оставляя неизменное лидерство за прекрасной розой. У Сары Бёртон алая роза стала эмблемой ее финальной коллекции для Alexander McQueen,
где огромные бутоны цветов распустились на платьях, пальто и жакетах. Идеальный выбор, чтобы красиво поставить точку. Однако больше всех отличился дом моды Бальма. Во время шоу подиум буквально потонул в роскошных букетах из латекса, кожи, ткани и пластика. Розы были везде – на одежде, обуви, сумках и даже на пуговицах. Прозрачность. Тренд, который объединил подиумы всех 4 столиц моды. А это значит, что мы продолжаем красиво раздеваться, и прозрачность в нарядах останется с нами еще как минимум на 1 сезон. Голая одежда больше не кричит о себе, а лишь деликатно заявляет. Все чаще прозрачные вещи выступают не соло, а вторым слоем в дуэте с тренчем, курткой, жакетом или в роли воздушной накидки на платье. Фасоны стали более элегантны, а крой свободным. Париж в который раз нам напомнил, что он самый романтичный город мира. С легкой подачей дизайнеров чувственные, чарующие образы получили штрихи современного стиля. В тренде на лето снова белый цвет, как и все его производные. Часто именно он отвечает в образах за роскошь и лаконичность одновременно. Восхитительный, женственный, безупречный. Он призван выразить наше стремление к душевному равновесию. Глядя на сафари-комбинезоны Сен-Лоран, комплекты с нарядами асимметричного кроя Dior, жакеты и мини-юбки Экрис либо Шанель, трехмерную вышивку Валентина, можно смело рискнуть и сделать ставку на победу белого в Париже. Все это совершенно не означает, что нужно обязательно одеваться с ног до головы в белый монохром. Но включить в базовый гардероб пару-тройку стильных вещей в светлом тоне точно не помешает. Тем более, когда в фаворитах весны сегодня белая рубашка. Она теперь ключевой элемент модного образа от многих ведущих брендов. Дизайнерам удалось переосмыслить знакомую всем простую одежду и предложить ее в новых пропорциях и с новыми деталями. Мария Грация Кюри, например, львиную долю образов построила вокруг этого предмета гардероба. Одни модели шли по подиуму в кокетливых сорочках с воротником-стойка, другие в платьях-рубашках, а третьи в хитроумно перекрученных вариантах. Пляжная тема. В последние сезоны немалая часть домов моды отказалась от круизных показов, но забыть их атмосферу не вышло, поэтому пляжное настроение благополучно перекочевало в весенне-летние шоу во французской столице. Получилась целая подборка аутфитов для идеального отпуска. И, соответственно, библиотека стилистических приемов на этот случай. Дизайнеры не видят ничего дурного в том, чтобы выйти на прогулку в купальнике, а комфортные балетки сменить на вьетнамки. Вирджини Виар, размышляя о каникулах у моря, уверена: закрытые слитные купальники теперь можно носить не только у бассейна либо на пляже, а просто так, в роли стильного боди, накинув на плечи накидку-кейп на манер большого пляжного полотенца. На показе Miu Miu часть моделей выглядели так, будто они только что высадились на берегу после долгого солнечного дня на парусной яхте. Но сменку в виде туфель на каблуках взять с собой не забыли. Ужин в ресторане никто не отменял. Модный деним. Тренд на джинсовые тоталуки проявил себя еще в прошлом сезоне, но теперь окончательно ясно. Эта тенденция с нами остается и на весну-лето 2024, что меня лично очень радует. На показах в Париже бренды не диктовали строгие условия в данном вопросе по крою и цвету. Если у Dries Van Noten в приоритете оказался светлый деним, то Kenzo отдает предпочтение темно-синему тону с эффектным принтом. Впрочем, не обязательно останавливаться в выборе на едином комплекте. Можно попробовать, по примеру Ники Циммерман, смешивать жанры и миксовать вываренные до белизны джинсовые брюки с летящей туникой, воздушным топом на тонких бретелях. Несколько слов хочу сказать о модной обуви. Как все мы знаем, друзья, среди ключевых трендов сезона далеко не последнее место занимают обувные тенденции. Почему? Да все просто. Если на вас красивая обувь, то все остальное может быть расслабленным и незамысловатым. Эффектные лодочки, мюли или балетки вытянут даже белую футболку и базовые джинсы, не говоря уже о более продуманных и сложно сочиненных луках.
Дизайнеры, конечно, в курсе этой волшебной силы. Стоит отметить, участники Парижской недели моды в очередной раз не подвели и предложили массу достойных вариантов и ярких идей по стилизации. Среди последних самым популярным оказался прием носить гольфы, носки, чулки или колготки не только абсолютно с любой обувью, но и поверх туфель тоже. Примеры смотрим у Зиммерман, Сакай, Дрис Ван Нотен, Виктория Бекхэм, Живанши. Более подробно о модной обуви с обзором самых топовых трендов, а также какую выбрать на весну или лето сумку, мы с вами, мои дорогие зрители, обязательно поговорим в одном из следующих видео. А прямо сейчас давайте начнем готовиться к лету. Пока еще есть немного времени поразмыслить и порассуждать, какая одежда из нашего шкафа лучше всего сработает в дуэте с трендовыми обновками, а что лучше отправить на дальнюю полку. Большое спасибо, друзья, за подписку на мой канал, за ваши дельные советы, неравнодушные комментарии. Для меня это самая лучшая поддержка и стимул к созданию новых видео. Всем красоты, позитива и солнечного настроения!